Физкульт, привет! На канале «Замуж выйди». Я сегодня вас приветствую в таком необычном, таком неожиданном для вас спортивном образе. К сожалению, пока не могу похвастаться отличными формами, даже больше того, в последнее время под каждым видео я нахожу примерно 5 комментариев от вас с предположениями того, что я беременна, ну, то есть, другими словами, толстая. Еще меня недавно очень сильно расстроил парам. Сейчас я немножко камеру передвину. Так, по-моему, лучше. В общем, сын хозяина нашего отеля Амкар-Бай собирался нас пригласить на открытие своего собственного кафе или даже ресторана в Пуне. Мне очень хотелось туда попасть, на это грандиозное событие. Я ждала этого момента, мне хотелось на самом событии побывать, в городе в этом побывать, естественно, поснимать видео для вас. И собиралась я на это торжество надеть свое любимое малиновое платье, которое я покупала перед Новым годом, специально вот для таких вот событий. И тогда, когда я его купила, оно очень красиво на мне сидело. Думаю, многие помнят это видео. Идеально просто по фигуре, и парам очень нравилось. Ну, а потом я сейчас, вот последние месяцы, сильно поправилась и... Парам сказал, что оно мне вообще абсолютно не идет, оно меня портит, оно подчеркивает мои недостатки. И что не хочет он вообще, чтобы я его носила. Вот, и представьте себе, вот это вот событие уже произошло, и мы там не побывали. То есть Парам как-то замял, мне об этом не сказал, уже после того, как это произошло, сказал, что ничего там особенного, ничего интересного не было. Сейчас посмотрите, пожалуйста, как на мне сидит это платье, оцените вы. Ну, мне кажется, не настолько прям критично, как Парам считает. Ну, мне кажется, что не прям такая уж я и толстая, чтобы со мной стыдно было куда-то в общество выйти. Сейчас мы у Артура спросим. Артур, давай, ты что же у нас мужчина? Выскажи свое мнение. Ну, что я скажу тебе? Не то, что ты думала. Попа как-то толстовата, и живот какой-то очень большой, почти как у папы. Мне, наверное, вообще надо мешок на голову надеть. Я, честно говоря, не ожидала от сына такого. Так попроси у меня игрушки или еще что-то. Ну, мне Парам так прям откровенно не говорит, но все равно я чувствую, я понимаю какие-то намеки, он дает понять, что он в какой-то степени сейчас стесняется меня, не так, как раньше, во всяком случае, не восхищается мною. Я уже выгляжу совсем не так, вот эти вот лишние килограммы, которые на мне повисли, совсем не улучшают мой внешний вид, к сожалению. Ну и, естественно, последние месяцы из-за стрессов мне просто как не было ни настроения заниматься собой, так как раньше я уже собой не занималась, еще и потому, что нас бросил, да, нас с Нихой бросил наш учитель йоги Бавин, сейчас преподает в Мумбаи, и в основном все дни он проводит там, очень редко, примерно раз в неделю он приезжает в Матеран, чтобы, естественно, со своей родней повидаться, и с нами по возможности старается встречаться, и даже преподает йогу, но, наверное, из-за того, что мы редко видимся, нам больше как-то хочется пообщаться, поделиться всеми новостями, что-то обсудить, где-то пошутить. Поэтому вот эти вот уроки, так называемые йоги, сейчас скорее можно назвать встречей друзей на природе. Ну, естественно, после таких мероприятий, после таких встреч настроение очень сильно поднимается, но килограммы, увы, не уходят. Но, друзья, я не отчаиваюсь. Я уверена, что я совсем скоро буду стройняшечкой, буду даже еще лучше, чем была раньше. У меня отличная новость. 100 лет, ей-богу, на моем канале не было интеграции, не было нормальных предложений, какие-то поступали предложения, но это не подходило. А тут такая вот удача. Мне написала девушка-менеджер с платформы FitStars. Это платформа, как я думаю, многие из вас догадались, платформа по фитнесу. Мне такое впечатление, что она поняла, что человек, которому сейчас это крайне необходимо. Кстати, физические нагрузки нам нужно не только для того, чтобы сбросить вес, не только для того, чтобы подкорректировать фигуру, а также
Они помогают избавиться от состояния стресса, улучшить в принципе полностью свое здоровье, поднять настроение. FitStars очень удобная платформа. Я настолько это оценила, классно, что ты у себя дома в любое время можешь устроить свой собственный спортзал. Для этого всего лишь нужно уделить от 7 до 30 минут в день. Также на платформе есть раздел питания с вкусными и полезными рецептами, с расчетом калорий, а также с курсом об основах рационального питания. Ну, я думаю, что все знают, чтобы похудеть и хорошо выглядеть, зарядкой заниматься недостаточно. Нужно подходить к этому вопросу комплексно, и питание тоже имеет огромное значение. Себе я оформила безлимитную подписку, это очень удобно и, главное, выгодно. Вам тоже рекомендую. Сейчас я прохожу курс «Начинаем худеть», а когда похудею, займусь своими ягодицами с помощью курса «Идеальные ягодицы». Ну и, ребята, настолько это классно, вы видите, какое у меня настроение приподнятое. Действительно, после занятий чувствуешь себя просто, ну, знаете, какая-то эйфория. И действительно такое ощущение, что уже легкость такая, как будто бы я скинула пару килограмм, серьезно. И еще один классный момент, который я нашла на FitStars. Представьте себе, у них есть даже занятия для детей от 3 лет. Иди сюда, расскажи, будешь заниматься вместе с мамой, фитнесом? Будешь? Да, только вместо школы. Ладно, Артур, ну вместо школы не надо. Но как дополнение, вообще на самом деле я считаю, что детей нужно приучать к спорту. И делать это нужно как можно раньше, чтобы они уже чувствовали, что это как само собой разумеется. Спорт – это жизнь. Так что, мои дорогие зрители, давайте вместе добавим спорт в нашу жизнь. И сейчас, внимание, всего неделю по промокоду «Замуж в Индию» все тарифы по 70%. Безлимит всего 3990. По-моему, это даже выгоднее, чем абонемент в спортзал. Так что, ребята, ссылочку на FitStars я оставляю в описании под этим видео. Также закреплю в первом комментарии. Если возникнут какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите, я вам все объясню, все расскажу. Ну и по поводу Парама еще хотела сказать, что вы видите, он не оправдал мнение многих людей, что индийцы любят пухленьких женщин. Ну, на кости они тоже не бросаются, но тем не менее мы видим, мужчины во всем мире, во все века любят стройных, подтянутых и здоровых, красивых женщин. Так что, мои дорогие зрители, пока я не похудела, хожу в черном. Вот это вот, кстати, мое черное платье Параму тоже не очень нравится. Ну, похоже, что ему вообще сложно угодить. Так, а сейчас я хочу вам показать нашу цыпу, нашу птичку. Давно я ее вам не показывала. Цыпонька-цыпуля. Моя девочка. Вот смотрите, дорогие зрители, вы посоветовали повесить зеркальце. Вот птица и играется. Спасибо вам. Может быть, кто-то из вас не смотрел ту серию. В общем, Парам купил 2 попугайчиков, мальчика и девочку, но когда я их выпускала полетать в комнате, Парам зашел, разбахкал дверь настежь, и, в общем, мальчик улетел. И осталась одна у нас вот эта вот девочка Цыпа. И я переживала сильно, что она грустит, что ей одиноко. И, в общем, многие из вас посоветовали повесить зеркальце. И вот она сейчас смотрится в зеркало и, скорее всего, думает, что это другой попугайчик. Ну, в общем, как-то, знаете, более или менее весело проводит время. Что, сынок? Партнер. Господи, Артур, ты такие словечки знаешь. Еще советовали мне колокольчик, но мы пока колокольчик подходящий не нашли. Просто хочется такой, чтобы он ей не навредил. Да, ребята, с ботаникой у нас совсем печально. Вот это ромашки, которые нам прислала в посылке Элла. Видите, они сначала у нас так хорошо взошли, а теперь потом вот видите, что с ними произошло. И здесь вот в этой вот баночке у нас растут помидоры. Ну, я думаю, может быть, их надо проредить. Может быть, их еще реально спасти. Это мы сейчас их вынесли на солнце, а так они у нас стоят на окне, а там вообще не солнечная сторона, и окошко маленькое. Ну, я думаю, что и подсолнух тоже у нас зашел, и потом очень быстро он тоже завял. Скорее всего, от недостатка солнца, я так думаю. Ну, а может быть, еще из-за сильной жары. Да, ботаники не очень.
Да, и вот еще одна печальная новость. Смотрите, вот эта вот пальмочка, которую мы вместе с Артуром спасли, можно сказать. Их много посадили у нас на станции, когда приезжал чиновник. А потом на следующий день, уже после того, как он уехал, эти пальмы все валялись. Не знаю, кто, обезьяны или козы их повыдергивал. И мы одну забрали сюда домой, посадили, она хорошо росла, позеленела, радовала нас. И представьте себе, набежали козы, здешние козы набежали и пожрали. Ну, по-другому тут не скажешь. Видите, Артур с одной рукой держится за руль, циркач просто мы. Ну и вот по поводу коз, вот вы пишете, что, ну, сделайте замечание, пусть владельцы этих животных следят за ними. Ну вот я как-то, знаете, разозлилась, именно на горячем поймала козу, выгнала ее. Ну я, знаете, ее когда выгоняла, так была возбужденная, что-то, ну, такого плана сказала, скоро этих всех коз пущу на Бериане. И соседи услышали такое, и, в общем, ну, как-то, знаете, вроде бы как и в шутку, но я понимаю, что в каждой шутке есть доля шутки, остальное все правда. И сказали, что если такое произойдет, то, деточка, будешь сидеть за решеткой. Дали мне понять, что с соседями лучше не ссориться. Вот так вот. Смотрите, ребята, Парам ждет Артура, ему нужно на занятия идти дополнительные. А Артур, смотрите, чем занимается. Спортом. Сам включил. Какая умничка. И как он старается. Вот посмотрите, все делает. Ну, не знаю, насколько у него техника верна, но во всяком случае старается. Но ты не то выбрал, сынок. Он взял мой курс для похудения. Котик, тебе надо для детей твоего возраста выбрать. Тебе это нравится? Ты мое солнышко, ты мой котик. Arthur, come on, go, let's go. Too much. Come on, come on. Come on, when you come back, that time. Come on, sweetheart. Парам, как, кстати, тоже. Вот он мне постоянно говорит, что я толстая, а сам посмотрите. Ну, хорошо, да, у него руки накачанные, спина, но вот живот у него торчит, особенно вот в этой футболке, я ее сейчас ненавижу. Это вот хорошо, что он загораживает этим рюкзаком, но такое пузо торчит. Причем вот у его папы, у его отца, которому уже там очень много лет, пожилой мужчина, у него вообще нет живота. У его дяди тоже нет живота, потому что люди пашут. Да, вот. Кроме вот таких вот зарядок, мужику нужно просто работать, и тогда фигура будет... Вон его друзья тоже, смотрите, какие подтянутые. Ни у кого нет живота. Все, пока, сынок. А сейчас, мои уважаемые зрители, предоставляю вашему вниманию уникальные кадры. Но действительно, мне недавно удалось снять очень интересное событие, которое происходило у нас здесь, в Матэране. Отмечали день рождения национального героя Индии Чхатрапати Шиваджи с таким размахом, так феерично. На самом деле я даже не ожидала, что в таком маленьком поселке могут устроить такой большой праздник. Сейчас вы все увидите. Чхатрапати Шиваджи Махарадж – это великий индийский воин, стратег и правитель. Жил в 17 веке. В 1674 году был коронован. Время его правления ознаменовано освобождением территории от заселения моголов и основанием государства маратхов, как раз на территории штата, где мы сейчас живем. Поэтому день рождения героя здесь отмечают особенно пышно. Вы сейчас видите праздничное красочное шествие, в котором принимают участие абсолютно все жители нашего поселка. Да, но наша семья, так как мы не местные, а приезжие, на этом празднике скорее наблюдатели. К сожалению, в этом поселке до сих пор мы остаемся чужими. Стоим в стороне и узнаем среди танцующих женщин учителей или мамочек Артуркиных одноклассников. Среди музыкантов тоже знакомые лица. У кого-то мы каждый день покупаем молоко, кто-то возит туристов на лошадях. Я даже не знала, что в Матэране живут такие таланты. Просто посмотрите, это же трюкачи-циркачи, по-другому не скажешь.
А завершает праздничное шествие сам Шиваджи. Он гордо сидит на своем коне в окружении своей семьи и свиты. Конечно, это тоже жители нашего поселка переодетые. Мне Парам сказал, что наш босс 6 лет назад тоже изображал Шиваджи. Ну и я уверена, эта роль была ему к лицу. Я смотрю на всех этих людей, односельчан, которых объединила сегодня общая радость. Смотрю с восхищением, но и с каплей грусти, вспоминая старую поговорку: «Где родился, там и пригодился». Все, мои дорогие зрители, будем прощаться. Спасибо вам за внимание. Так, теперь ваше внимание должно сосредоточено быть на моей фигуре, как я буду перевоплощаться. Я уже просто обязана пройти, как говорится, этот челлендж. Обязательно я похудею и постройнее. Вот, кстати, вот смотрите, позади меня находится подарок для нашего хозяина отеля. Вы видите, здесь вот на дне рождения дарят вот такие вот вещи. Совсем так, знаете, нескромно. Вот один портрет, скажем так, это от нас, а этот от Прасад Саванта. И вот так вот будет примерно неделю стоять, чтобы все жители Матарана видели и знали, у кого был недавно день рождения. Ну все, друзья, пока, всех люблю, целую, до свидания, до новых скорых встреч. Увидимся совсем скоро. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.